Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В этом видео выполняю модный дизайн из социальных сетей. Прозрачные или хрустальные ногти. Как их сделать в этом видео? Поехали! На просторах интернета мне не раз уже начали попадаться ролики с такими хрустальными ногтями. И стало очень любопытно, как же они получаются столь прозрачными, без пузырьков. И, конечно, мне захотелось очень попробовать. Я вообще люблю прозрачные кончики и сама их себе не раз делала. Вот этот именно хрустальный эффект. И стала сразу думать, каким образом можно выполнить такой дизайн. Например, при помощи гелевых типс. Но архитектура не совсем меня устраивает. Ногти получаются более плоскими, не такими арочными, и все равно присутствует некоторая мутность от гелевых типс. Также можно нарастить на нижние формы, но далеко не все мастера умеют их подставлять, и на самом деле по времени получается дольше. Ну и еще один вариант на верхние формы. Я подумала, почему бы и нет, давайте пробовать. Выполнили маникюр, сделали правильную подготовку и теперь в тонкий слой наношу базу. Важно, чтобы база лежала равномерно, без каких-либо кратеров и проплешин, поэтому слегка кое-где в некоторых местах поправляю тонкой кисточкой. Не нужно тут никакой архитектуры, толстого покрытия, просто чтобы слегка закамуфлировать натуральный цвет ногтевой пластины и скрыть отросший свободный край. Я его специально не убирала, потому что буду выполнять наращивание на верхние формы, чтобы материал у меня не затекал под натуральную ногтевую пластину, мне легче было потом выпиливать ступенечки, я его оставила. К тому же вот этот округлый свободный край будет красивым дополнением к хрустальному кончику. Поэтому почему бы и нет, оставляем его так. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. Будем выполнять наращивание формы балерина. Беру соответствующие верхние формы. Самое главное, чтобы они у нас были мягкими в зоне кутикулы для хорошей установки и плавной отпечатки. Примеряем верхнюю форму к ногтю, чтобы боковые стенки были закрыты. Важно, что примерку я делаю уже после нанесения базы, а не перед, так как база дала некоторую толщину, и если бы я это сделала до, то не совсем корректно бы подобрала верхние формы. Если форма где-то упирается в кожу, например, нет нашего размера, подходящего под ноготь клиента, подрезаем мешающий участок пластика при помощи ножниц. Все, когда у нас все формы подобраны, мы можем приступать к выкладке материала. Нам потребуется прозрачный гель средней вязкости. Важно, чтобы гель был не мутным. Главная ошибка при выполнении такого дизайна – это неправильный набор геля на кисть, совершение взбалтывающих движений, которые провоцируют пузыри. Или, например, когда берут небольшое количество, стягивают по банке и на кисточке практически ничего не остается, также либо материал ложится с пузырями. Сейчас покажу, каким образом правильно набирать гель для такого дизайна. Зачерпываю небольшое количество геля кистью в центральной части баночки, резко приподнимаю и видим теперь чистую капельку, практически без пузырьков. Да, к сожалению, банка геля у меня не новая, поэтому некоторое количество пузырьков есть внутри, но есть как есть. Конечно, в идеале было бы использовать новый гель, который не имеет ни единого пузырика. И теперь важный момент, каким образом я наношу гель в верхнюю форму. Ставим каплю и медленно протягиваем посередине справа и слева. Конечно, частая ошибка – это взбалтывающее движение, из-за чего гель образует множество пузырьков. В таком случае никакого хрустального красивого кончика у нас не получится. Либо пузырчатый кончик получится, свободный край, если вы планировали такой дизайн. Некоторые пузырьки все равно остаются, к сожалению, не получается их полностью убрать. Конечно, мы это можем сделать при помощи кисточки, смоченной в обезжиривателе, слегка попрокалывать некоторые пузырьки или убрать их в сторону, вывести из материала, но тем не менее совсем крошечные нам не
не удается убрать. Поэтому опять же у меня загадка, каким образом они сделали этот дизайн настолько кристально прозрачным. Я думаю, что дело еще и в освещении, конечно. Например, у меня очень много света, поэтому видны прям все изъяны, все досконально. А когда у нас более приглушенный свет, то в таком случае пузырьки уже практически не видны. Ну что ж, поиграемся с светом потом. Сейчас мы установили форму на ногтевую пластину. Смотрим, чтобы были закрыты боковые стенки. Конечно, прозрачным гелем работать не так-то просто, потому что не видна толщина, например, на боковых стенках. Поэтому необходимо себя проверить уже после полимеризации. Еще раз наношу плавными движениями, без каких-то вскапывающих, для того, чтобы не образовывать пузыри, плавно прикладываю. О нет, что это за волосок, который попал в гель? Я его даже не увидела, только на моменте опила. Представляете, бывает и такое. Вот в воздухе что-то летает. У нас же с вами хрустальный дизайн. Ну какие волоски? Необходимо, конечно, все тщательно убирать, вытирать, для того, чтобы ничего нам не мешало. При необходимости поджимаем свободный край. Если хотим сделать его более узким, можно установить прищепочку для фиксации арки. Хочу, чтобы ногти были красивые и изящные. А теперь приступаем к отщелкиванию верхних форм. Видим уже наш результат. Так, есть небольшая ступенька перехода между натуральным ногтем к искусственному материалу. Такие как бы наплывы. Придется их подпилить изнутри. Все равно уже искажается эффект, и ногти выглядят не так, как на видео. Наверное, все-таки стоило наращивать на нижние формы. В таком случае не было никаких ступенек. Производим опил, делаем форму коффин с прямыми боковыми стенками, не как у балерины округлые, а именно четкие и прямые. Такая форма тоже в тренде, и она классно смотрится именно смоделированной, а не когда натуральные ногти. И вот только теперь, когда я опиливала, увидела этот волосок, и мне удалось его спилить, потому что он находился в верхнем слое. И теперь дело предстоит за небольшим выглаживанием внутренней поверхности, убираем получившиеся наплывы и ступенечки. Их очень мало, буквально только по боковым сторонам, поэтому для этого использую твердосплавную насадку с тонким носиком. После опила увидела, что некоторые из боковых стенок достаточно тонкие. Вот это минус прозрачного геля, о котором я вам говорила. Поэтому можно слегка где-то стенки доложить. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, там вы найдете много полезной информации для мастера. Обезжириваем и покрываем все топом. Тут важно тоже наносить очень аккуратно, чтобы не появились пузыри. Поэтому наношу средний слой, переворачиваю палец для разравнивания топа и перекрываю внутреннюю поверхность для большей прозрачности, так как изнутри мы чуть-чуть пилили и в некоторых местах ногти стали матовыми. Несмотря на то, что все равно есть некоторые недочеты в виде пузырей и ступенечек, мне все равно нравится результат. Кончик, свободный край получился тонким, прозрачным, легким, и очень интересно смотрятся эти ногти. Вот они как бы голые, но понятно, что смоделированные, потому что натуральные не могут быть такими прозрачными. Обязательно делитесь в комментариях, нравится ли вам такой дизайн. Смотрите, как прикольно через прозрачный кончик просвечивается неоновая подсветка. Как вам наш результат? Делитесь в комментариях. Сделали бы себе такое наращивание? Поддержите, поставьте пальчики вверх. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо, пока-пока!